Чё за фейк? Дисбаланс. Какой еще нахрен якорь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Скиллер П. Недавно я презентовал свою новую идею оружия Якорь, которая набрала довольно много просмотра. Нет. Я создал 5 способностей, чтобы разработчики могли выбрать, какие из них наиболее крутые и вписываются в игру. Разработчики, привет, кстати, если вы это смотрите. Сегодня мы подробно разберем способности Якоря, а также претензии комментаторов, считающих, что это дисбаланс. Итак, первая способность — это спавн цепей, которые являются неосязаемыми. Среди зеленых цепей есть одна красная, которая быстро вращается, и владельцу нужно словить тайминг, когда она будет указывать на противника, чтобы на него упал якорь, который похож на способность топора. Это как метеорит от перчатки Таноса, только падает это не рандомно, а в зависимости от выбранной стороны, но это также требует и больше скилла. Вторая способность тоже работает в 2 клика. С помощью первого клика игрок бросает якорь куда-нибудь в воду, а второй клик прицепляет к ноге противника кольцо. В итоге якорь утаскивает противника в воду, и вы побеждаете. Да, я знаю, что это звучит как что-то очень сильное, но есть много способов сбалансировать эту способность. Например, сделать так, чтобы якорь тащил противника в воду только 3 секунды, а потом становился неосязаемым. К тому же от кольца можно защититься хитбоксом оружия или снарядами, как, например, у арбалета. Ко всему прочему, из 56 оружий 36 имеют полноценный рабочий сейф. Некоторые имеют анти-кнокбэк, ускорение, ну и так далее. То есть только 15% оружий не смогут вырваться из этой ловушки. Так что эта способность явно не дисбаланс. Третья способность довольно простая. Сначала вы бросаете якорь, а потом он начинает крутиться по часовой стрелке. Сторону вращения будет выбирать игрок с помощью джойстика. Сама цепь, разумеется, неосязаемая. Остановить ульту можно преждевременно, если сломать кольцо, у которого будет примерно 5% от хп стикмана. До этого не было написано в концепте, но теперь вы знаете, что у каждой способности есть своя слава. Четвертая способность — это призрачный якорь, который появляется из-под земли. За счет первого клика вы устанавливаете мини-якорь, а вторым кликом активируете его, и через 1,5 секунды появляется якорь, который действует как старая версия красной способности фонаря. Я подумал, что подкидывающее свойство было крутым, и было бы хорошо вернуть его в игру в таком виде. К тому же у нас есть объекты, которые появляются сверху, но нет тех, что появляются снизу, поэтому почему бы и нет. Эта способность уж явно не дисбаланс, потому что она требует от владельца понимания, в какой момент ее использовать, чтобы противник не смог увернуться прыжком. Пятая способность. На этом моменте бюджет кончился, и получилось что-то странное. Мне показалось забавной возможность крутиться на якоре, параллельно нанося урон. Ну или не нанося. В любом случае, это тоже, на мой взгляд, интересная механика. Также отдельно хочу отметить способность, которую придумал мой подписчик. Она мне показалась, ну, очень крутой, поэтому я не мог ее не добавить в видос. Кстати, интересный факт. Первый концепт якоря я сделал еще 1 апреля 2023 года. Первая способность сделала большой бум, продолжающийся несколько секунд, а кулдаун был 10 секунд. Вторая спавнила хил-станцию с прочностью, как у булыжника, которая восстанавливает хп владельца, пока ее не сломают. Ну а теперь моя любимая часть. Так дисбаланс ли якорь или нет? Давайте я вам просто напомню о существовании ракушки, которую не может отбить ни одно оружие в игре, которая имеет невидимый хитбокс и которая самонаводится. Как насчет гитары, которая игнорирует любой хитбокс, блокирует снаряды, откидывает противника на другой край карты? Этому оружию просто нечего противопоставить. Portal Gun. Ну тут комментарии излишние, я все еще жду, пока его понерфят. Лопата может снести 80% хп за одну атаку, а также имеет даже слишком мощный кнокбэк, да еще и нехилый такой сейв. Коса пробивает любой хитбокс и выносит за 3 атаки, а в потенциале так вообще за одну. Плазмоганы имеют невероятную скорость атак и урон, позволяющий снести до 80% хп за одну атаку. А еще лук, арбалет, зонтик, атом, крюк, сюрикен и мыло. Эти оружия явно сильнее якоря, а если он не входит в топ-15 сильнейших, то он очевидно не дисбаланс. Спасибо за просмотр, надеюсь, якорь добавят, потому что это уже мой 8-й анимированный концепт и, пожалуй, лучший. Поддержите это видео лайком, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он вообще топовый, всем удачи и пока!